Зумеры могут стать первым поколением за очень долгое время, которое будет жить хуже своих родителей. Звучит как очередная страшилка из интернета. Но проблема в том, что цифры все чаще намекают именно на это. И нет, речь сейчас не о лени, не о тиктоках, не о мемах, не о кофе за $5, которым любят пугать молодежь. Потому что если бы все было настолько просто, проблема давно исчезла бы. Но происходит нечто намного страннее. Поколение, которое получило доступ к лучшему образованию в истории, к лучшим технологиям, к лучшим возможностям для обучения, вдруг сталкивается с тем, что собственное жилье становится роскошью. И это первый тревожный сигнал. Когда родители нынешних зумеров были молодыми, все выглядело иначе. Работа, зарплата, квартира, машина. Да, путь был непростым, но он хотя бы существовал. Сегодня этот путь все больше напоминает компьютерную игру с постоянно растущей сложностью. Только уровень повышается быстрее, чем прокачивается персонаж. И тут возникает главный вопрос. Кто виноват? Первый подозреваемый появляется сразу. Сами зумеры. Именно их чаще всего обвиняют во всех бедах. Говорят, что они не умеют копить, слишком много тратят, не хотят работать, любят легкую жизнь. Звучит убедительно, пока не начинаешь смотреть на факты. Потому что многие представители этого поколения работают сразу на нескольких работах. Берут подработки, учатся после работы, осваивают новые профессии и все равно чувствуют себя беднее родителей. Странно, очень странно. Получается, проблема не только в людях. Тогда кто следующий? Жилье. Вот где начинается настоящий детектив. Во многих странах квартиры дорожали годами быстрее зарплат. Представьте беговую дорожку. Вы ускоряетесь, бежите быстрее. Но финиш каждый раз отодвигают еще дальше. Именно так сегодня выглядит покупка жилья для многих молодых людей. Ипотека должна была помочь. Но иногда создается ощущение, что она лишь растянула проблему на 30 лет вперед. Ты покупаешь квартиру сегодня, а расплачивается за нее твоя будущая версия. Причем очень долго. Но даже жилье не объясняет все происходящее. Есть еще один подозреваемый. И он намного хитрее. Наш образ жизни. Когда-то люди покупали вещи. Сегодня вещи покупают нас. Каждое приложение хочет подписку. Каждый сервис хочет оплату. Каждая компания хочет внимания и деньги. Современный человек живет внутри огромной машины потребления. И эта машина работает без выходных. Она не спит, не отдыхает, не уходит в отпуск. Она постоянно напоминает: купи, обнови, попробуй, закажи. И самое опасное происходит незаметно. По 100 рублей, по 200, по 1000. Маленькие траты начинают складываться в большие суммы. Но даже это не главная проблема. Настоящий удар приходит с другой стороны. Ожидания. Родители многих зумеров сравнивают свою молодость с молодостью детей. Но есть нюанс. Они жили в другом мире. С другими ценами, с другими возможностями, с другими правилами. Это как сравнивать футбол и шахматы только потому, что в обеих играх есть победитель. Правила совершенно разные. Именно поэтому многие молодые люди чувствуют несправедливость. Они делают все правильно. Получают образование, работают, развиваются, но награда выглядит меньше, чем была у предыдущего поколения. И здесь появляется самый неприятный вопрос. А что если проблема вообще не во времени? Что если проблема в том, что мир изменился быстрее, чем люди успели это понять? Потому что старые советы работают все хуже. Учись, работай. Копи. Для многих этого уже недостаточно. Звучит пугающе. Но есть и хорошая новость. Каждое поколение сталкивается со своей финансовой ловушкой. У родителей были свои проблемы. У дедов свои. У зумеров свои. И побеждают обычно не те, кто больше жалуется, а те, кто быстрее понимает новые правила игры. Потому что самая опасная ошибка сегодня – это думать, что мир все еще работает так же, как 20 лет назад. Не работает. И чем раньше человек это поймет, тем больше у него шансов оказаться среди тех, кто приспособится первым. А как вы считаете, зумеры действительно живут хуже своих родителей? Или это просто очередной миф? Напишите свое мнение в комментариях.